Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео, ребят, крутой дрон, мега-модули, испытания, транспортный хаб. Очень интересная тема. Я надеюсь, вам всем этот видосик зайдет. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Итак, дрон. Отличная тема. Крайнее обновление, большое изменение в игре. Появляется у нас помощник-дрончик. Дрончик — это тема достаточно интересная. На него можно вешать всяческие модули. Он может оглушать, он может завозить гранатки, он может и лечить, он может уменьшать броню, увеличивать хп. Короче, тема очень интересная. В сегодняшнем видео он будет хилить, очень хилить. Достаточно редкие модули. Я еще пока не видел такого большого обзора дронов, ребят. Поэтому в сегодняшнем видосе мы увидим дрон, который будет хилить. В сегодняшнем видосе мы также пройдем весь хаб, увидим, как проходится весь хаб, только с дроном и самолечением. Все, ни одной аптечки, как вы видите, у нас. Да, конечно, с калашом, с фенскаром можно пройти все, но давай начнем с того, что все-таки без хила это сложно, особенно сражение с боссом. Получится или не получится, вот это очень интересно. Транспортный хаб без хила — это что-то с чем-то. Очень интересно. Что хотелось сказать. Дрон и моды получаются именно здесь. Так, что мы имеем? Мы имеем иглоки и также несколько оружий Генезиса. Самые интересные моменты, я думаю, что тоже все прохождение прям не будем мы делать. Нужно сначала собрать самое большое максимальное количество здешних зомби, потому что они реально могут нам помешать сражаться с боссом. Это сейчас самый главный вопрос. Самое сложное, что можно здесь и нужно здесь сделать, это сразиться с боссом, будь то мясник, будь то шахтер. Я даже не знаю, с кем будет сложнее валиться. Мне кажется, что многие согласятся, что мясник намного лояльнее. Шахтер — это сильный босс. И я думаю, что даже с топовыми обвесами я его не могу пройти. Матросы, которые курят папиросы, да, разлетаются они на кусманы. В принципе, с такими огнестрелами они не являются проблемой. Проблемой являются другие зомби, которые там, ну, вот такие как босс, такие как пацаны вообще ребята. Это, естественно, самое сложное. Матросы хилятся, не забывайте. Матросы также, что они достаточно неприятно могут нанести урон. Мичманы тоже хилятся. И вот тут тоже маленький вопрос, что их нужно сливать на расстоянии, тогда они вообще не добегают до цели. И это очень и очень таки большой плюс. Так, еще один вот матрос. И так у нас все очень и очень приятно. Открываем вот такую вот тему. В этом ящике может сразу быть босс. В принципе, по-моему, в этом ящике его нету. В этом ящике вообще части двигателя какие-то, ну, то есть движки. Дальше, в каждом из контейнеров может быть босс. Вот здесь тоже даже не было слышно, как я не знаю, звук какой-то издает. Не хотят они не сильно спешать бледные зомби бежать. Кстати, эти бледные зомби отравляют. Вкуснятина здесь бывает достаточно приятная. Например, вот как вы видите, арбалетик интереснейший. Все, что здесь есть, очень и очень такие сложная тема. Итак, ну, если методом исключения, значит наш босс будет сейчас в следующем контейнере. И вот понеслась движуха. Самое-самое сложное, что может быть в игре, это движуха с нашим пацаном. Так, вроде даже музыка появилась какая-то другая, наверное, когда босс выходит, вроде как музыка меняется в этом. Что нужно сделать? Сразу же мы используем тактику, очень интересно. Если вы тоже, так же как и я, страдаете немного от сложности прохождения хаба, я советую вам использовать именно эту тактику слива босса. Шахтер у нас 6, как она есть. То есть, что здесь нужно? Ну, то есть, понятно, если ты сейчас в хабе, если ты тоже сейчас сражаешься с шахтером, ищешь самую
простую тактику слить этого босса. Это просто, ну, понятно. Вот так вот поставить чоппер, чтобы ты пробегал, а шахтер нет. То есть вот это вот тонкая грань. Итак, вызываем впервые нашего дрона. Как вы видите, персонаж получает хил по 9 где-то в секунду, где-то как автохил. Получается, что он подхиливает, и тоже еще и можно юзнуть одну очень интересную тему, которая также ну, помогает неплохо выхилиться. Что хотелось бы сказать дальше? Смотрите, практически шахтер бесполезный. Куча, ну вообще куча. Вот такая вот голова, которая бегает туда-сюда, говяжья, и просто без никаких проблем. Если у тебя хорошие боты, хорошая реакция, ты делаешь ветера. Вот так вот еще скидывает такую мульку у нас дрончик, и это прям пятно очень неплохо хилит, закиливает бешено, очень бешено. Не забываем также, что модули дрона составляют достаточно редкие всяческие элементы, и это дает возможность ему находиться с нами очень долгое время. Если бы не было вот так вот чоппера, мы бы, ребят, потерпели фиаско уже давненько, потому что, ну, как минимум, вот эти все уроны, которые он наносит, он уже давно сбил все количество хп. Так даже, как вы видите, на чоппер он как-то выпрыгивает. Очень, конечно, это все странновато выглядит, но, если честно, в совокупности это нереально круто. Как вы видите, на том пятне, которое вылетает нашего дрона, наш персонаж получает неимоверное количество хила. Это большущий плюсик. Я думаю, что все, что мы там имеем, это кайф и кайфули. Так, шахтер. Достаточно сильный босс. Я не раз попадал под его вот эти вот расколбасы и возвращался домой с ничем. Самое большое, что он, чем меньше у него хп, тем больше у него брони, он получает меньше урона, он начинает более яростно как-то комбовать вот эти вот всяческие его нереальные комбо, которые наносят урон. Вот здесь уже кажется, что все, ну типа там вроде как 50, нифига хилит, хилит очень приятно. Нужно было побегать туда-сюда. Нас никто, во-первых, не гонит, нас никто не заставляет слить его на время. Мы, в принципе, видим, что здесь сливается шахтер очень-таки легко, и прямо хочется зажать, слить его быстрее. Но, с другой стороны, зачем это делать, зачем рисковать лишний раз? Что хотелось бы сказать. Вкусная тема, интересная также, как справляться вот в этом здании. Если ты мост собрал, то в принципе ты понимаешь, о чем я. Потому что здесь, в этом здании, нужно опуститься внутрь, и ты там получаешь достаточно неприятную такую встречу. Эти пацаны, вообще ребята, которые там, во-первых, сливаются только Генезис оружием. В принципе, на них ты тратишь большущее количество хила и всего остального. Вот здесь будет интересное сражение, я думаю, и мне, и вам тоже посмотреть, как же справиться с хилом вот это вот, ну, дрон машин, да. Ну, то есть мы залетаем, каждый здесь получает по заслугам. Это только плюется, он практически не дерется, сразу только заплевывает практически. Все комбо у него составляют только плевание. И дальше мы выдвигаемся в место, где могут быть достаточно много этих подрывателей и могут быть щитовики. Это тоже ребята, особенно какие, пробиваются только Генезис оружием. Я думаю, что дрон, который хилит, будет вызван заранее. Сейчас мы выхилим персонажа и сразу же заходим в эту комнату. В комнате внутри, я думаю, что нас ждут пацаны, еще ребята. Вот они. У нас тут здесь и 3 подрывника, то есть саперчика, красивых, интересных, симпатичных. И также 3 щитовика, которые являются не самой легкой проблемой, не самой легкой какой-то задачей, но все равно. Пробивается Генезис, как я и говорил. Это печаль, беда. Наносят они серьезный урон. Как вы видите, 14 урона, несмотря ни на что, это достаточно впечатляющий тоже урон. Как вы видите, вот эта вот плюха очень-очень крутая, когда он
плюхает на вас какое-то облако, хило, зелененькое. Очень интересно оно выглядит. И, наверное, по 50 хилит там вообще несколько раз. Я думаю, что захиливает до полусмерти. Не забудем сказать, что дрон прокачан достаточно серьезно. И то, что он находится с нами там в районе минуты, и на него можно какие-то увеличенные батареи ставить, еще что-то. Короче, то это 100%. Поэтому, если вопрос задаете, зачем, почему он так много с тобой поддержки летает, то это только ответ один, что он прокачан. На аккаунте, как вы видите, Шикиаки, не знаю, что это значит, но это Ведманс аккаунт, и он просто красавая лаборатория, потому что за все время существования хаба он ни разу не пропустил открытие вот этих ящиков. Он постоянно собирает модули, он постоянно красиво, симпатично собирает всяческие приколяхи. И, в принципе, я еще ни у кого не видел так сильно прокачано поселение. Да, вот мы и сделали то, что хотели. Забрали самые вкусняхи. Вот он, целитель. Вот они, модули. Вот он, лут. Вот ради чего мы все здесь собрались.